Друзья, добрый день. Я рад приветствовать всех, с кем уже доводилось общаться, хотя бы вот в таком онлайн-режиме. Особенно хочется поприветствовать примкнувших к работе Международной общественной палаты наших мусульманских друзей, представителей мусульманского мира. Это очень важно, я считаю, и очень отрадно, что мы стали в определенной мере открыты для них. В частности, Республика Южная Осетия, насколько я знаю, они в принципе даже не имели никакой информации о ней. Сегодня мы имеем возможность общения, сегодня мы имеем возможность предстать перед ними такими, какими мы есть, со всем наполнением, тем, что бы мы хотели бы, какую бы роль мы хотели играть в мировом сообществе, хотя бы вот в евразийском, на евразийском пространстве. Для нас это очень важно. В целом, отрадно, безусловно, что мы в очередной раз собрались на нашей очень важной диалоговой площадке и имеем возможность услышать друг друга. Тема, конечно же, архиважная, очень важная за справедливый мир. Мы, к сожалению, являемся свидетелями того, что конец прошлого и начало нынешнего веков омрачены обострением межгосударственных, межнациональных, межконфессиональных проблем непонимания и противостояния. Конечно, это очень печально, это очень нехорошо. Мир практически изобилует вот этими противодействиями, противостояниями в разных э, таких вот исполнениях. Это очень нехорошо, конечно же. Все началось с того, что это общепонятные и общеизвестные факты, но как мы можем забывать то, что произошло с Югославией, как мы можем забыть, что произошло с Ливией, что произошло с Ираком, что произошло с Афганистаном, Иран, Пакистан, Палестина и так далее. А то, что, а то, что такими усилиями, очень конкретными, очень последовательными усилиями западного мира внесен такой раздор в славянский мир. И то, что братские народы практически столкнулись друг с другом, и то, что возникла крайняя необходимость тех мер, которые на сегодняшний день Россия предпринимает в этой связи, это все происки давно продуманной и давно проанализированной ситуации, целенаправленной. И в таком случае разве можно говорить о справедливом мире? Да нет, конечно. Нету справедливости. Более того, я думаю, те международные нормы, которые были и десятилетиями служили хоть какой-то опорой для межгосударственного, межнационального диалога, для сосуществования разных политических систем, эти нормы потеряли свой вес, свой авторитет, они остались только на бумаге, они попираются всячески, всячески. И это все в основном представителями и, значит, странами цивилизованного мира, западного мира. Э, Конечно же, с этим нужно, безусловно, бороться. Я думаю, что тот процесс, который идет сегодня через Международную общественную палату, через то, что объединились
около 70 государств с разными конфессиями. И мы имеем возможность, глядя друг другу в глаза, слышать друг друга. Это очень важно. Именно в такие ситуации, именно в такие времена на первый план выходит интеллигенция, передовая интеллигенция. Приходит духовенство. Ведь сколько фактов приведено выступающими до меня относительно того, насколько попираются права религиозных деятелей в разных странах. Это же чудовищно. Я считаю, что мир ведь общепонятная категория. Вера – это то, что дано свыше. И ни у кого нет права лишать народ или конкретно личность права на мирную жизнь и на свободное вероисповедание. И вот в этой ситуации тем важнее деятельность Международной общественной палаты. И тем более мы как-то с этой площадки, на этой площадке, я так думаю, должны углублять и усиливать вот те усилия с целью привлечь больше людей доброй воли, больше стран. Я еще раз повторю, мир ведь понятен всем, он нужен всем. Но в разное время, разной степени амбициозности лидеры, оторванные от реалий, они проводят политику, где право сильного работает. Больше никак это нельзя характеризовать. И то, что в работе Международной общественной палаты вовлечен весь Ближний Восток и большое множество представителей арабского мира, арабских стран, это очень хороший процесс, это очень важный процесс. И мне еще раз хочется подчеркнуть то, что мы вышли, конкретно Южная Осетия, мы на той площадке, где могут определить, вот оказывается, какие позиции у Южной Осетии. Мы, безусловно, хотим взаимодействия. Мы считаем эту работу архиважной, и мы сделаем все и будем делать все для того, чтобы внести посильную какую-то лепту в эту работу. Я хочу поблагодарить Александра Сергеевича за ежедневный, самоотверженный труд вот в этой деятельности, за организацию и координацию этой работы. Александр Сергеевич, это во многом, если не всецело ваша заслуга. И то, что много людей благодарных вам из-за вашей деятельности, это объективная реальность. Я вам благодарен за то, что Южная Осетия вовлечена в этот международный диалог. Я считаю, это важной площадкой для нас. Хоть так о нас слышат, хоть так о нас узнают. Поэтому огромное вам спасибо и огромное спасибо всем тем, кто принимает сегодня участие и кто приобщен к работе в Международной общественной палате. Я желаю больших успехов этой организации и личных успехов всем участникам. Спасибо вам огромное. Спасибо.